Всем привет! Сегодня у меня день черенкования петуньи. Вот такой. Это у меня петунья с прошлого года. Она висела все лето в подвесном кашпо на улице. Вообще-то я ее не собиралась черенковать именно сейчас, в январе месяце. Но смотрю, что-то она у меня чахнет, и я боюсь ее потерять, поэтому возьму хотя бы несколько черенков с нее, чтобы совсем ее не потерять. Это, по-моему, петунья, если я не ошибаюсь, потому маркировка где-то уже отвалилась. Это, по-моему, из серии софистика черная петунья. Черенковать я буду вот такой грунта универсального и торфа. 1 к 3. Торф 1, грунт 3 пропорции. Ой, совсем она у меня никакая. И поливаю. Вроде бы грунт и не сухой, и не влажный. Такой нормальный, хороший грунт. В общем, буду делать из того, что есть. Примутся росточки такие, значит примутся. Ну, они примутся, я ее потеряю. Заморачиваться сильно из-за этого не буду. Вот такие череночки обрезаю. А, тут что-то мошка какая-то. Надо будет ее срезать, черенки, и обработать. Летают насекомые. Вот этот вообще нужно обрезать, он уже сухой. Белокрылка. О, вот потому она у меня и сейчас нужно будет обработать. Потому она у меня и чахнет. Обрабатывать буду вот этот хорошенький череночек. Пусть он еще, наверное, растет. Сейчас обработаю, и все будет окей. Заодно и почищу. Сейчас посмотрю, как что там у меня есть в запасах. Какой у меня яйцит. Да, как-то не обратила я внимания на то, что нужно обработать. В общем, я все растения, которые заносила в дом после лета, осенью, я все обрабатывала. Ну, как-то смотрела, все нормально, все хорошо. А это, смотрю, что-то не так. Поэтому сейчас закончу с черенкованием, сразу же обработаю. Не нашла никакого у себя. Сейчас проблема у нас с магазинами, у нас локдаун в Украине. Все закрыто, только по звонку. Нашла вот такой фитоверм разведенный. Побрызгаю хотя бы им. А потом буду что-то думать. Может, закажу в интернете. Сейчас у нас интернет работает очень хорошо. В течение 2-3 дней все приходит. Сегодня же поищу в интернете, закажу. Обработаю все свои растения еще раз. Открываю все нижние листики на черенках. Ой, он такие слабенькие они. Примутся, не примутся, не знаю. Вставляю вот такую макушечку, такой череночек. Ну, вверху листики такие упругие, а вот эти нижние уже как-то они... Так, почистю сейчас все череночки. Вот такие манюсенькие оставляю. И сейчас буду их сажать в грунт. Для черенкования беру вот такие 50-граммовые рюмочки. Больше объемом не нужно, чтобы сильно грунт не был влажный. Ну, чтобы небольшой объем. Это уже потом, когда укоренится растение, тогда уже будем пересаживать в больший грунт. Набираю полностью. Стаканчики для черенкования можно брать даже меньше вот этого объема. Напополам можно разрезать. Вот этого объема хватит с головой для черенкования. Тень опустила корни. Но я уже поленилась обрезать их. Уже думаю, пусть будут такие. И обязательно, чтобы было дренажное отверстие. Вот они у меня прорезаны. Для стока лишней влаги. Конечно же, если стаканчики будут обрезаны, у вас будет экономия грунта. Так даже выгоднее. Ну, я поленилась. Проливаю грунт слабеньким раствором марганцовки. Вот такой. Ну, чтобы был еле-еле розовый. В идеале, конечно, лучше пролить чем-то таким. В общем, грунт нужно немножко обеззаразить. Потому что сейчас эти росточки, они еще очень нежные и восприимчивы ко всяким болезням. И стопроцентной гарантии, что грунт, он обработан заводом-производителем, но стопроцентной гарантии, что там чего-то не осталось, нет. Поэтому нужно дополнительно себя перестраховать. Итак, грунт пролила. Пролила совсем немножечко. Почти одна макушечка была мокрая. Здесь почти все сухое, чтобы не было такого болота. Слегка влажный грунт, потому что может быть
Если сделаете сильно грязь в стаканчике, растение может загнить от переувлажнения. Буду пользоваться вот таким укоренителем. Это у меня укоренитель лежит с прошлого года. У меня обычно я пользовалась корневином, просто укоренителем, а это какой-то Грандис. Ну, я же говорю, что сейчас все, ну, сейчас невозможно что-то купить. Сначала не подумала, не запаслась. Ну, вот что есть, то есть. Буду пользоваться им. Насыплю сюда в тарелочку. Приступаем к самому укоренению. Обмакиваю в корневин и почти по листике опускаю в грунт. И прижимаю, чтобы не оставалось никаких пустот. Ну, как бы грунт прихватил растения. Многие корневином не пользуются. Ну, он как бы помогает. Я решила все-таки его использовать. И вот так аккуратненько прижимаем. Выдавливаем воздух. Это совсем малюсенький. Ну, посажу и малюсенький совсем. Конечно же, обзор я вам буду время от времени показывать, как себя чувствуют мои петуньки. Сейчас покажу вам бегошечки. У меня с прошлого года тоже на улице была бегония Бада Бинг. И вчера я срезала череночки и точно так же начеренковала. Сейчас я вам их покажу, как они за сутки себя чувствуют. Все, я уже все череночки пересадила. После того, как посадила, обжала грунтом, не проливаю. В земле здесь влаги хватит для него. Но и болото тоже делать не буду. Вот окунули в корневин, посадили, прижали землей и все. После этого уже поливать не нужно. Я ставлю все череночки в тепличку. Ну, в общем, импровизированная тепличка. Это будет прикрыто мешочком полиэтиленовым. Температура черенкования должна быть не очень высокая, потому что, ну, как бы зеленая масса, она может запечься в этом парничке. Ну, примерно до 22 градусов. От 18 до 22. У кого нет подсветки, можно использовать подоконник, но на подоконнике сейчас очень большие температуры. Завязываю наглухо, пока им нужен парниковый эффект. Проветривать буду каждый день 1-2 минутки. Можно минутка утром, минутка вечером. Вот такой у меня стеллажик под фитолампу. Ну и ждем корешков. Выбирайте такой подоконник, чтобы был не очень жаркий. На ночь я подсветку выключаю, потому что всем растениям тоже нужен отдых. Сейчас хочу вам показать бегонию. Вот она у меня, которую я черенковала вчера. И вот еще, и вот она еще. Сейчас покажу вам. Вы знаете, в принципе нормально все. Такие маленькие. По одному листику оставила. Но сегодня я хочу, это мало грунта, или обрежу сейчас стаканчики. Наверное, все-таки обрежу, чтобы они не были внутри. Чтобы листочки были над грунтом, без вот этих бортиков. Ну, чтобы был доступ воздуха у них хороший. Наверное, все-таки обрежу я стаканчики, чтобы растение хорошо дышало. Сейчас открою вот эту формочку. Прекрасно себя чувствуют. За сутки ничего с ними не случилось. Вот такие бегошечки. Это бадабин. Поливать вот такие череночки, которые стоят на укоренении, по мере просыхания верхнего слоя почвы. Вот вы видели, просух верхний слой. Взяли, немножко пролили, ну совсем немножечко. Для того только, чтобы немножко смочить грунт. Много не нужно. Время от времени буду показывать вам свои росточки. Это у меня пеларгония уже выпускает второй настоящий листочек. Вот здесь уже 2 настоящих листочка. Вот они. Вот такие. Свет очень плохой. Тяжело смотреть в него. Здесь один есть, один выпускает уже. Скоро буду заниматься пересадкой. Здесь петуньки мои растут. Растут петунечки.
Все взошли, я уже показывала стопроцентная схожесть. Это у меня опера, серии опера и тайдалы. Ой, здесь гортензия из семян. Но всходов вообще никаких. Хочу купить еще таких семенных гортензий, семян, посеять. Но посеять их хочу прорастить в ватных тампонах. Вот мне хочется узнать, хоть одно семечко прорастет, потому что ни в одном видео я не видела, чтобы растение прорастало из семян, гортензия из семян. У меня тоже результата 0. Вот. А нет, это у меня сейчас скажу. Я думала, это гортензия стоит, но это не гортензия. Это у меня стоит сейчас. Лавина. Лавины, петуньи лавина. В общем, все лавины. Ну, росточки есть. Такие малюсенькие уже. Свет отражает. Свет такой. Росточки есть. Тоже проветриваю. Здесь у меня стоят вот это все. Это у меня посеянные виолы. Вчера я их посеяла, но видео не выставляю, пока не получу росточков. Потом все вам покажу. Вот это тоже виолы. Виолы у меня в этом году много. Здесь у меня сурфиния, но она тоже почему-то не прорастает. В общем, на этом все. Время от времени буду вам показывать состояние моих всходов. Всех всходов, которые у меня есть. Еще буду сеять. Еще у меня будет очень много цветов. Все буду показывать, делиться с вами. Пусть у вас все получается, пусть все сходит, чтобы у вас была стопроцентная схожесть всех ваших растений, чтобы они вас радовали, зеленели, приносили радость и счастье. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.